Удмурты – народ, издревле населяющий бассейны рек Вятки и Камы. Их язык относится к пермской группе финно-угорских языков. Вплоть до начала XX века в их культуре, как в материальной, так и духовной, сохранялось немало древних компонентов, сходных с теми, которые были характерны и для других финно-угорских народов. Народные религиозные представления удмуртов, так же, как и у других народов, сформировались под воздействием многих факторов из убеждения, что человек и природа неразрывно связаны друг с другом, а значит, прибегая к помощи сверхъестественных сил природы и духов, ее населяющих, можно надеяться на их покровительство в повседневной хозяйственной деятельности людей. Удмурты – древний земледельческий народ, поэтому в их культах важное место занимала аграрная обрядность. Культовые церемонии, моления и жертвоприношения были в первую очередь направлены на то, чтобы заручиться поддержкой сил природы и обеспечить надежный урожай на ближайшее время. Эти обряды и ритуалы были сложны, к тому же в каждом регионе существовали свои особенности. Моления, в которых принимали участие члены семьи и рода, совершались в куале, в архаичной срубной постройке, не имеющей ни потолка, ни пола, ни окон, которая была некогда известна и другим финно-угорским народам. Подобная постройка, используемая в качестве летней кухни, была раньше и в Эстонии. В Южной Эстонии, между прочим, ее называли тем же словом – куа. Семейную куалу удмурты строили во дворе. Такую же постройку, но для культовых церемоний всего рода, ставили в стороне от деревни. Дверь в куалу открывалась со стороны фронтона. Внутри нее по стенам были развешаны полотенца для церемонии жертвоприношений, а слева на стене противоположной двери была устроена священная полка, мудор. Здесь стоял короб, обиталище духа-покровителя рода, Воршуда. Сюда же помещали во время молений и жертвы этому божеству. Посуду из дерева, которой пользовались во время ритуала, хранили в специальных лукошках, плетенных из лыка. Куа или куалу, где происходили общие моления всего рода, строили в лесу. В Петров день собирались на моление, чтобы принести дары своим покровителям, заручиться их поддержкой и милостями. Для выполнения обрядов жертвоприношения собирались, как правило, члены одного рода. Особый прорицатель, туно, или совет старейшин выбирал жреца, вещащ, и двух подручных, которые помогали вести моление. Куа была срубная постройка с тесовой крышей, без трубы. На земляном полу находился открытый очаг, над которым висел большой котел. Вдоль стен стояли деревянные лавки, дзюс. Во время подготовки и проведения церемонии в куале существенную роль играли женщины. Они помогали жрецу в проведении всего ритуала, мыли посуду и варили пищу.
родовая община жертвовала своим духом-покровителям лошадей, быков, телят, но в первую очередь уток, излюбленный вид птиц у финно-угорских народов. Предпочтительной была белая утка. Животных и птицу, предназначенные для жертвоприношения, покупали в складчину. Вещась, жрец, после того, как птица была принесена в жертву, произносил молитвы, стоя в левом углу, где помещался стол, джак. Здесь-то и находилась полка, мудор, с варшудным коробом. Далее приносили жертвы божествам земли. Жертвенные животные или птица предназначались божествам или покровителям. Из их же мяса варили ритуальную еду, кашу, которую ели затем сообща. А покровители божества получали кровь животного, часть пищи и кости. Во всех языческих молениях удмуртов большое место занимает почитание огня. По представлениям удмуртов, вместе с огнем и дымом дух жертвы поднимался на небеса, где якобы жило главное божество Инмар. После освящения жертвенных уток варили на костре внутри куалы или вне ее. Вареную белую утку и кашу делили между собравшимися. Дела хватало всем. Часть мужчин и женщин поддерживали огонь в костре, другие варили еду, третьи стирали полотенца, провисевшие в куале целый год. Члены рода, участвовавшие в церемонии, обязательно приносили с собой хлеб и кумышку. Это были необходимые сопутствующие компоненты церемонии. Нельзя было приниматься за хлеб и кумышку, прежде чем их не освятил жрец, вещась. Также освящал он и сваренную пищу перед тем, как ее начинали есть. Кроме того, вещась собирал со всех присутствующих на церемонии деньги, люгесь, которые затем шли на ремонт куалы и на покупку жертвенного животного на будущее моление. В куале сородичей ритуал жертвоприношения был предельно прост. Вещащ начинал церемонию молитвой, обращенной к Верховному Богу Инмару, Творцу земли Кылдысину, покровителю рода и семьи Варшуду. Затем следовало жертвоприношение, а после того, как было готово кушанье, участники принимались за еду и питье. Составной частью аграрной обрядности южных удмуртов было также моление в священной роще, луд. Роща располагалась обычно вдалеке от деревни, на возвышенности, покрытой лесом. Священные рощи были некогда у всех финно-угорских народов. У южных удмуртов, очевидно под влиянием булгар, появилось почитание божества Керемет, который, по их представлениям, живет в луде. Церемония жертвоприношения в роще значительно отличалась от совершаемой в куале. Обряд проводился 1-2 раза в году, и в нем принимали участие лишь мужчины. В Петров день в священную рощу отправлялись жрец Лут-Утищ с провожатыми, членом единой родовой группы. С собой вели предназначенных для жертвоприношения животных. Для божества Керемет жертвовали жеребят, баранов, овец,
но не птицу. На моление в луде никогда не использовались алкогольные напитки. Начиналось все с молитвы. Жрец и его помощники, стоя на коленях, кланялись 3 раза и просили у божества обильного урожая, чтобы всегда на столах было достаточно хлеба и напитков, и чтобы все начинания хорошо оканчивались. Само жертвоприношение доверялось совершать только избранным жрецам. Посторонним же находиться поблизости от священного костра запрещалось. Женщины должны были находиться не ближе, чем за 200 метров. Священным местом считалась площадка вокруг костра с особо почитаемыми деревьями. Кровь жертвенного животного приносили покровителям земли и огня. Мясо жертвенного животного варили всю ночь. Утро начиналось с молитвы, которую с поклонами обращали к солнцу. Тем временем на церемонию жертвоприношения постепенно собирались деревенские жители, которым также раздавали мясо жертвенного животного и кашу. Теперь все молились вместе со жрецом. Прежде чем разойтись, все присутствующие, стоя на коленях, совершали последнюю молитву. Расходились из рощи одновременно. К началу нашего века удмурты постепенно начали отходить от своих традиционных верований. На этих кадрах мы можем видеть заброшенную священную рощу Лут. Хотя в ней моления не проводятся, но в какой-то степени сохраняются страх и почитание своих предков, которые не позволяют людям срубить в Луде деревья, убрать изгородь, лавки для сидения. В начале века среди разнообразных верований и обрядностей южных удмуртов важное место занимал культ предков. Считалось обязательным, например, справлять поминки через 3 года после смерти родителей, устраивать церемонию жертвоприношения Ерпыт-Щетон. При этом дочь для матери жертвовала корову, а сын для отца – лошадь, коня. Церемония жертвоприношения представляла собой развернутые театрализованные действия, игравшиеся как свадьба наоборот. Умерших призывали к участию в обряде жертвоприношения, их и угощали как живых, с ними обращались наравне с присутствующими родственниками и гостями. В нашем фильме удалось заснять лишь небольшую часть той богатой разнообразной обрядности южных удмуртов,
которая сохранилась до начала нашего века. Но даже из того немногого и фрагментарного, что запечатлено на кинопленке, можно убедиться, как сложны были религиозные воззрения удмуртов, в какую глубокую древность уходят корни этих представлений, по всей вероятности, в эпоху общности финно-угорских народов вообще.